Еще 3 креста подходит. Кстати, перекусывает Вайпер тут одного-двух, возможно, крестьян. Там кто-то сдох, скаут, непонятно. Ну, эта вышка одной стрелой стреляет. В принципе, Татах начинает зарубу. Смотрим, 86%, да? Но здесь еще какой-то квиквол. Ну, в общем, ну, знаете ли, нет, чуть-чуть не хватило. Приветик! Предлагаю вашему вниманию посмотреть довольно интересный матч между товарищами из команды Gamer Legion и Animaru Esports в формате турнира Town Center Tango 2. Турнир не очень большой, по-моему, призовой там что-то в районе типа $1500, но очень забавный. В чем его суть? Его суть в том, что играется он в режиме внезапной смерти. Соответственно, у вас есть только одна ратуша у каждого из игрока, и при ее потере игрок сразу полностью проигрывает. Причем команда может продолжать играть дальше, так как турнир у нас 3 на 3. Итак, состав Gamer Legion у нас, мы видим, Вайпер, Татах, Даут и еще есть Хера. Причем у них как-то так забавно было, да, что в первом раунде, так как турнир 3 на 3, отсутствовал Хера, во втором раунде отсутствовал Татах, в третьем раунде отсутствовал Вайпер, и в четвертом, вы думали, Даут? Нет, Даут всегда играет. Серьезно. Даут всегда играет. В четвертом снова отсутствует Хера, то есть и ставчик вот такой вот. Команда Animaru Esports, на самом деле бразильская, там есть два бразильца Fire и Goku, но они здесь не играют в уже полуфинал, да, заметим, что счет уже тоже 2-2. И, соответственно, играют Льюис, Лири, Фрикинеди. Два австрийца и игрок из Великобритании Льюис. Соответственно, какие расклады? Расклады счет 2-2, до 4 побед, поэтому это не решающая катка, но все равно очень-очень знаменательная. Так вот, о чем карта Гамбургер? На том, что надо кушать начиночку. Лес находится только практически здесь, да? Либо же вы выходите через воду и снаружи, на внешнем кольце уже добываете лес и другие ресурсы. Также здесь на самом деле не так мало рыбы, довольно часто она раскидана, ну и не так много ее. Прибрежечко тоже присутствует, давайте разбираться в нациях. А нации здесь довольно забавные. Вайпер на фланге стартует на викингах, сильная водная нация, которая дает бонус на дешевизну доков. Все доки в команде будут стоить дешевле, поэтому довольно приятно. Дальше, Даут в покете на малайцах. Это делает доки еще и далеко видящими, да? Ну и в принципе малайцы нация темпа могут тоже в принципе поиграть на воде, либо что еще, не знаю, может даже вышки поделать. Татах на другом фланге на дровидах. Дровиды тоже бонус команды на доке. Каждый док дает плюс 5 популяций. Соответственно, ставишь док дешевый, рано, получаешь 5 популяций, да еще он далеко видит. Ну, прекрасно. Все бонусы на воду. Соответственно, понимаем, у кого какие приоритеты, да? У команды Gamer Legion вот такие приоритеты. Да, здесь добавный был завол. Фрикинети немножко на форварде поставил, но, в принципе, Татах такой-то, ладно, я тут, в принципе, сделаю тему и все на этом. Так, ребята, абсолютно не арли, то есть профессионалы. Здесь тоже появляются доки. Давайте поговорим о нациях Унимару. Итак, получается у нас здесь Лири против Вайпера на армянах. Ну что, армянские команды бонус это вообще, чтобы пехота дальше видела. Это такое, но у них галеры очень сильные, в принципе. Но на самом деле самое главное то, что есть мулкарт, да, который может двигаться. И если вырастает вышка, мулкарт просто двигаешься дальше, пока все вышками здесь не отобьется. Поэтому мулкарт самое главное оружие. Ну, конечно, про галерки тоже не будем забывать. То, что у них дополнительная стрела. Дальше в покете у нас Льюис на викингах, в принципе, понятно. Это мы уже проходили, то есть доки тоже дешевые. То есть в этом матче все доки стоят 128 леса. А вот здесь, кстати, интересный момент. Фрикинеди тут не идеально использует скаута, да, в принципе. Немножко потащил, но за это он потерял практически полностью своего скаута. Ну, оставил его в живых, конечно же. Не слился. Ну, Фрикинеди на корейцах. И, казалось бы, корейцы, серьезно? Ну, понятно, вышки, но есть один момент, который вы сейчас сами увидите. Понимаете? Командный бонус корейца заключается в том, что раньше это был обычным бонусом у корейца, он стал командным. Кресты видят дальше. Да? То есть это чуть ли не самый главный бонус на карте Гамбургер. То есть они буквально можно пройтись крестами. Видите, скаут даже так далеко не видит. Аванпост даже можешь поставить, и в темной эпохе он так далеко не увидит. Кстати, раньше апаются фланги у Gamer Legion. И опа, кто тут, кто тут? Ну, в общем, можно заметить, где кто что тут добывает. Например, Вайпер уже спокойнейше спалился. Вот такой вот корейский командный бонус. Ну, и это помимо того прочего, что у них камень добывается быстрее, можно все вышками заставить, и потом и не апнуться. Также еще галеры дешевле стоят. В общем, много приятных бонусов. Кореец здесь очень серьезный пик.
Даут тут с малайцем, непонятно, что он хочет. Так, ну все, смотрим, у нас 2 рыбочки, 3 рыбочки, 1 рыбочка. Здесь 3, 2, 4 у Лири, хорош. Ну, на армянине, в принципе, пойдет. Так, а что планирует Даут? Он не переходит. Но с малайцем сложно тут углядеть, если он сейчас... Ну вот он добавляет еще Кристиан. Кристиан очень похоже на Фасткасл. Фасткасл за малайца. Здорово. Может, он будет играть на воде и... Или по земле будет играть. Вообще не совсем понятно, как тут по земле играть. Что, замок разве что только что ставить? А вообще, есть тут правила слинга на этом турнире. Они заключаются в том, что слинговать нельзя, пока кто-то из игроков, хотя бы один из команды, не будет в имперской эпохе, в самой последней эпохе. Татах ничего решил не придумывать здесь. Просто 2 дока плотничком. Да и все на этом. По классике. Ну, в принципе, да. Тут, то есть, тут 2 галеры заказаны, тут 3 галеры заказаны. Вау, 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 вау. Ну что, Вайпер вроде как неплохо исполняет в этом плане. Он на халяву получил тачку. Так, здесь он сам в свою стенку упоролся. Интересно. Лири, конечно же, мастер не айлить. 0 секунд айла. Все такое. Здесь через диагоналечку валим. Хорошо, давайте смотреть более внимательно. Соответственно, начинается жарень. Да, все, вы спалились. Отлично. То есть задача Фрикиненти выйти на камень, 4 на камне, да, соответственно, с бонусом на скорость добычи. Сразу кузница, да, но он в 1 только играет, да. 5 рыбов, скорее всего, он их потеряет, правильно? Потому что против него Татах играет выход на золото, еще не знаю для чего, ну, чтобы Володе играть. И сюда ставить. Вот это, да, видите, они увидели деревья, здесь оказывается даут. Сразу 2 леса отбивает 1 игрок. Что дальше? Дальше, здесь тоже вышка, а вот Вайперу уже будет неприятно, да, у него единственная лесопилка. Так, понятно, еще вышка, то есть, в принципе, отлично. Смотрите, сколько лесопилок приходится перестраивать Татаху. Можно сделать транспорт. Так, ну и вот Вайпер вроде такой, как я здорово начал по билду, да, уже приплыл, уже там что-то там огреб от Лири. Ну, в принципе, да. Лири, на самом деле, тоже играет на воде. Но обратите внимание, и Льюис играет на воде. То есть вода, вода. Здесь человек играет вышки. А что делает Даут? Переходит в следующую эпоху. И давайте посмотрим на его ресурсы. Да, очень близко к фасткасту. 700 еды, 200 золота. Есть такое. Но видите, Фрикиненти уже сюда забегает. Так, а здесь... Но Даут сделал транспорт. Вау. Даут пригнал транспорт Атоху. Потому что у него проблемы, да, против Фрикиненти. Соответственно, это называется тимплей. Здесь Татах приплывает, но его уже дефает Льюис. То есть, короче, ребята, все продумано, все продумано. Но там мы видим, что скоро они будут контролировать все побережье. Поэтому этот транспорт будет очень важен. Убегает здесь Татах. Транспорт идет дальше. Так, какие-то лодки начинают умирать. Давайте смотреть. Это Татах убил 3 лодки, на самом деле. Молодец. Как я понимаю. Ну да, Фрикиненти тут потерял 3. Ничего себе. Вы уже 3 лодки убили? Вау. А у него 4 осталось еще? Неужели он 7 сделал? Ну, это странно. Просто лишний кодекс сделал. Ну, ничего страшного. Зато Даут очень рано переходит. Смотрите, Даут красавчик, честно. Он очень рано в замке переходит, да? Замалается. На камень. Как будто бы готовится замок делать. Кстати, тут крестов почти потерял, но нет, видимо, от вышки. Вайпер разгоняет с лесу, поэтому... И главное, что он транспорт дает. То есть, да, Вайпер, пожалуйста, тебя согнали с лесу, погнали, погнали, погнали. Так, хорошо. Что на воде? У нас 20 лодочек, да, суммарно в общем армии 24 на 19. Вот так вот, вот так вот. Татуха просадочка. Но он буквально сделал лесопилки, да, видите, грызет здесь лес, вот уже кое-как. Ему нужен опять, может быть, транспорт. Так, сам, кстати, Даут тоже приземлился уже. Красавчик. Ну, Даут еще и фишбумит. Воу. Хорошо, здесь выход на ягоды. Как без мельницы. Ну, погнали, погнали. Стрелы есть у всех игроков, кроме Даута. Забавный момент. Дауту пока не нужны. Но Даут у нас планирует замок. У него 500 камней здесь. Здесь микрушник идет. У корейца дешевле лодки только по лесу. У викинга же в принципе они дешевле. По золоту и лесу. Но там на лес скидка идет больше, по-моему. Не помню точные цифры. Ой-ой-ой, а то он тут немножечко сливон. А вот такой вот замок делает Даут. Ну, окей. В принципе, по-другому не сделать. Минус 2 вышки будет, да. Крестьяне навряд ли сдохнут. Хотя, кто его знает, ну, должны замечать, ребята. Ну, посмотрим, посмотрим. Команда Анимару на 10 больше армии. Что же это такое? Но в переходе только Даут. Очень рано он тут все сделал. Так, но здесь что... говорит, транспорт.
То есть один транспорт на всю команду. Транспорт может 20 юнитов влезать, это очень удобно. Если было бы по 5, то, конечно, даже вот эти кресты, да, их тут 6. Не 5, да, то есть было бы 5, если бы не было бонуса. Прикиньте, немножко тут фаершипчиками помогает, парочку штук сделал. Ну что, аж тут уже доки отрезанные. Пришлось сделать еще один. Никто тут в 4 дока не играет случайно? Опа. Первый пошел. Хорошо, замок. Вроде как кого-то одного убил. Но не креста. Видимо, какого-то скаута. Мимо пробегающего. А Даут что начинает делать? Фаершипчики тут потихонечку. Да, у Даута 2 дока. И он решает помочь команде, потому что все пока что феодали. Конечно же, Лири, у которого, блин, все там идеально. Да? Ну да. Все неплохо. Он за счет мулкартов здесь спокойно живет. Поживает. Так, Даут остается здесь. Ну и что у нас за разукрашка на воде получилась? Непонятная. Вайпер тут, ну видно, что Вайпер просто тут проигрывает по циферкам. Просто его на 5 меньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сплит. Выстрел. Вайпер уже док практически потерял. Он делает рынок, спешит в переход. У него не получается перейти, потому что кресты пришлось убегать. Неприятно. Еще какой-то Брандер. Но Брандер он так не удивит, мне кажется, Лири. Не верю, что он прям пропустит Брандер целый. Вот креста, походу, минусуют. Так, смотрим на этот фланг. А что у нас? Даут по воде выпускает свои темы. Будет еще что ли чинить, но, видите, там тоже их пытаются отмикать. А такую вышечку ставит, да? Видимо, она отобьет лес. Так не сработает. Вайпер надо было в доке держать, и тогда может выпускать, когда он подплывет. Так, ну что, у Льюиса тем временем, ну, 16 лодок тоже немало, все переходят из команды Анимару. В общем, все теперь выглядит плохо, да? Для ГЛов. Как-то неприятно. Здесь даже кресты продолжают сливаться. Вроде перевезли транспортом, но неприятно. Вайпер такой говорит себе: так, ладно, надо собраться, надо не проиграть воду полностью. Я же могу, я же викинг, я же должен. Еще 2 дока. С другой же стороны. Отлично. Видим, что Анимару вообще не переезжает. У них, в принципе, и транспорта нет. Да зачем? А зачем? А зачем, если Даут идет в импы? Что? Даут в импы? За счет того, что у него рыбы здесь кормились? За счет того, что Даут крут? За счет того, что Даут жрет золото? Вау, это же опять же ранние малайские импы. Силен. Даут, видите, свою рыбу. Да, защитить, делает еще и пилу. Так, ну это получается он требует сможет сделать. Угу. Бесит Фрикинеди, соответственно, здесь постоянно. У него вообще 11 человек на камне работает, ничего себе. Готовит, наверное, свой замок. Так, ну и здесь, видите ли, сложно. Надо будет... так, Fast Fire Ship апать надо будет. Да, обязательно, наверное. Да, вот тут так... Сюда Брандер поворачивается. Но, видите ли, так как Лири апнулся, то он... Ему пофиг, он начинает с другой стороны все плывать. И здесь уже, конечно, ГЛ проигрывает воду. В принципе, что у нас тут? Рыбаки, смотрите, у Энди 12 штук, да, он уже заранее делал. А здесь лоу, проход. И это же касл-дроп от корейца, который только что апнулся. Смотрите, вообще забавно. Сейчас только что был момент. 3 в замковой, в импах даут, эти 2 феодали додики. Ладно, шучу, конечно. В замке переходят такие Вайпер, а вот Татах вообще никуда не переходит, собственно. Ну, я так понимаю, слинга здесь, по крайней мере, да, не было никакого слинга. Смотрим сюда. И контр вышки. Ой-ой-ой-ой-ой. Замок ставится 9 крестами, но они не подходят. И только одна вышка ставится, он еще начинает киквольц. По-моему, это для Татаха очень конечное. Здесь Лири зажимает со всех сторон. 37 галер у него, ничего себе, он продолжает их делать. Здесь, в принципе, непонятно. Даут, разве что. Даут апнул фаст фаершипы, но как будто непонятно. Ладно, давайте, смотрите, еще 3 креста подходят. Кстати, перекусывает Вайпер тут 1-2, возможно, крестьян. Там кто-то сдох, скаут, непонятно. Ну, эта вышка одной стрелой стреляет. В принципе, Татах начинает зарубывать. Смотрим, 86%, да? Но здесь еще какой-то квиквол. Ну, в общем, ну, знаете ли, нет, чуть-чуть не хватило. Прикинеди привез новых крестов и достраивает свой замок корейский, сразу вагон делает. Хорошо, тут еще кресты прилипли. Вайпер здесь, кстати, немножко дракаров скопил, они могут, в принципе, что-то навязать себе бой. Так, здесь мулкарты рвутся. А что Даут, ребята? У Даута есть трибушет? Я немного потерял. Ага, трибушет разворачивается и убивает... повозку лучше бы убил. Все, вода полностью слита. По экономике у Анимару даже тоже лучше, но за счет рыбов по армии просто жесть, но это вода. Здесь, в принципе, да, отошли ребята подальше. Сколько они, боже мой, леспилку уже перестроили. Где тут самый транспорт-герой? Конечно же, он уже умер, я уже даже не заметил, когда, ну, это понятно.
Они весь круг полный сделали. Хорошо, по крайней мере, статаха пытаются снять осаду, да. Забавно, что здесь кресты просто остались, и они умирают от вагонов, лол. А здесь Даут чинит. Да, точнее, Freaking Andy чинит против Даута. И третий трибушет выходит, в принципе. Ой, не знаю, то есть Татах не может не перейти, он начинает тупо фермы делать, то есть он вообще бесполезен абсолютно. Но помним, что здесь все играют в одну ратушу, поэтому эти трибушеты, в принципе, они могут скоро попытаться как-то прогрызться. Так, ну что, здесь все-таки я немножко забыл, немножечко отмотаем, чтобы увидеть начальный момент, да. То есть разделил свою армию Лири, но Даут еще и фаершипами тут. А ну-ка, может у него еще броня, но фаершипов нет, к сожалению, не апнул ее. Так, ну Лири начинает использовать свои фаершипы. В принципе, здесь у него, опять же, помним, что армянские галеры плюс единичка урона у них. Да, от каждой стрелы. Ну, дополнительная стрела, которая с единичкой урона. Это против фаершипов очень сильно помогает. Ну что, отпушили Энди. У него 900 камня, тем не менее. Но его уже требят. Да, его вышки уже снимают. Окей. Так, здесь даже Вайпер что-то делает полезное. То есть, да, вот этот момент. Конечно, у Анимару все в замках, но никого в импах. А здесь уже пошла жара. Смотрите, Татах начинает слинговать Даута. О, как только кто-то в импах можно слинговать. И Татах такой, так, а почему бы тебя не заслинговать? Может, ты что хочешь? Так, но смотрите, в чем вариант. Что делает Даут? Он делает тропу. И мы понимаем, что вынести ТЦ, и все, игрок умирает. То есть, да, можно что-то зацепиться. И Энди тоже это понимает. Он такой, так, ребята, у меня тут проблемы. Кто-то там что-то в импы собирается. Лири говорит, ну да, конечно, все будет. Все будет, я пойду в импы, у меня есть дроманы, мы что-нибудь сделаем, придумаем. Давай, живи там, делай замки, свои осадки, непонятно что. Приходят еще и керамбиты. Так, соответственно, задача Вайпера просто на воде какую-то воду наводить, да? Развлекать пацанов. Задача Даута убить всех. Ну, а Татах будет слинговать, ребят. Так, какая-то баллистика здесь. А вагоны, собственно, где? А? О, вагоны-то здесь, 19 убийств, из них 18 крестьян. Господи, дайте посмотреть, а где это они так нарезали? Видимо, даже кто-то и не заметил. Помимо Оладушка даже. В общем, везде они... Ой, да, Даута нарезали. Он даже тут мискликом начал с ними билварить. Это же вообще ужас какой. Блин, так это вообще 39 крестьян, то есть у них по экономике еще все хуже. Даут заблокирован, у него всего лишь вот эти перевезены. Ему очень необходим слинг. Какие же проблемы здесь у Даута. Но, ребята, все тут закручено на Даута. Или Даут, или никто. Он разворачивает трибушеты. Подожди, ты сразу начинает чинить Freaking Andy. Так его же убьют или нет? А Freaking Andy умер? Он умер уже. Он уже все. Так, Даут, давай. Даут. Ух ты, он даже здесь, смотрите, о, тоже дракары. Дамп недостроенный, и Энди даже не мог отдать ресурсы, ничего. Татах ему пересылает. Как же остановить это? Следующий Льюис, что ты делаешь? Осадка, надо что-то делать. Все, Энди бесполезен, игра 3 в 2 идет. Но посмотрите, что делает Татах. Он присылает крестьян. Это помощь. Трибушеты надо охранять. Кресты охраняют их. Так же, как и керамбиты. Тем временем здесь что происходит? Воу. Вайпера почему-то хватает. Вайпер идет ставить даун замок какой-то под 2 вышками. Или куда он идет? Даут выходит крестами. Короче, это дикий олын. Просто на 100 ратуш идет. Так. Выходят кресты, соответственно, Льюиса. Все играли настолько на воде, что все про все забыли. И трибушеты невозможно остановить, потому что тут даже миллион крестьян. Они начинают чинить. Может, какой-то крест примет на себя урон. Нет, минус Льюис остался один Лири. Уже который раз остается один Лири. Ему надо тащить за всех. Но может ли он или нет? Он переходит в импы, на самом деле, у него очень много на воде, он даже по земле, какие-то лучники появляются. Здесь какой-то Даут ставит замок. Все, зачем вы бьете крестов? Соответственно. Тут закикволил Лири, и Вайпер всего лишь такой замок ставит. Но требую еду дальше. Но здесь, смотрите, сначала надо, скорее всего, замок убить. Или он пойдет с какой-то стороны отбивать. Ой-ой, а где все галеры? Галеры здесь упушивают Вайпера, это понятно. Игра 3 в 1. Погнали. Требы немножко заблудились. Где там этот Лири живет? Давайте, несите его сюда. А у него тут замок. Ну что? 4 требок. Торговые коги. Какое-то решение вообще уже непонятно. То есть золото надо где-то брать. Все торговые коги почему-то. Вообще не знаю, что происходит. Ну, на что, рынки ставить? Погнали. Торговые коги, вперед. Требы разворачиваются. Но! Лири в импах. Что он делает? Трибушет? Дроман? А Дроман что? Как ему поможет Дроман? Здесь какая-то осадка. Не знаю, что угодно. Здесь, конечно, Дао тоже говорит, так, ребята, там весь флот, это окей, в принципе. Вайпер тут и Лири пишет, ГГ не сдаются, точнее, они проиграли просто.
Даут на мужика просто вытащил этих днарей, честно, вот объективно. Он просто затащил как батя, просто, наконец-то. Finally. То есть отличная стратегия, реально именно Даут. Я сначала не понимал, типа, ладно, все нации, все понятно, так, те играют 2 на воде, этот вышки, эти 2 на воде, а Даут что с малайцами, вообще не понятно. Даут идет убивать просто. Он человек максимально простой, типа, какие у нас условия? Таун-центр танго, убить ТЦшки, погнали. Все. Так, нате вам транспорт и нубики, потому что я знаю, что вы воду проиграете, да? Бах-бах-бах, я чудо-бымпах, спас своего пивушка Татаха, развалил деревья, Фрикиненди только спохватился, сразу сдох. Льюис тут вообще не понимает, что происходит здесь на этих сложных картах, вышел крестами, сдох, ну и Лири понял, что да, тоже. Лири, конечно, тут лучше всех играл, как будто бы, но это не помогло. Не успели переключиться в воду, да, вот подловили, красиво. Ну и потом Слинк еще немножко от Татаха здесь зарешал, наверное. В принципе, красивая игра, где реально Татах затащил. А вот весь матч можно, в принципе, будет посмотреть. Мы его стримили. Кто прошел финал этого турнира, это можно узнать. Так, хорошо. Что нас, в принципе, интересует? Даут убил 9 зданий. Ну, Лири сдался, потому что действительно никакие даже дроманы летающие ему бы тут не помогли, не остановил. Не успел бы он остановить требы там, действительно. Не успел, как бы он там ни старался. Даже какие-то релики собирал, ну это же армянин, понятно. Успел передать 2600 ресурсов Дауту, кстати, Татончик, который так и остался. В феодальной эпохе так-то. 21-28. Вот так вот. Очень классно. Просто Даут выиграл эту игру, абсолютно. С самым низким ЭПМом просто абсолютно выиграл эту игру. Красавчик вообще. Как он это делает. Вот, ставьте лайк Дауту и... Да, вот тоже. Импы, замки, феодал лучше, чем замки, замки, замки. Ну, это точно, да. Ставьте лайк за Даута и... мы еще посмотрим с вами чуть-чуть позже другие командные сражения, но на турнире еще Cartographers. Вот так вот.